Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Все нормально, Чонгук уже давно привык. Поведение парочки. Девятое место. Ощутимая разница. Друзья и влюбленные. И для меня это показательно с моей колокольни, так как я брезглив и смог бы так сделать только с тем, с кем слюнями обмениваюсь ежедневно. Просто хочу напомнить, что Чонгук является режиссером клипа Life Goes On и дал нам это. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть канал в Telegram, на который вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название «Домик Вегу». Ссылка есть в описании. 8 место. Совпадение или нет? Чонгук сказал, что он не любит отвечать на звонки, не любит никому звонить и не отвечает ни на чьи сообщения, даже участников. Но Чонгук звонит Тэхёну, когда тот поздно возвращается домой, отправляет Тэхёну сообщения и постоянно разговаривает с ним. Тхэкук Видео позвонил друг другу до того, как он ушел в армию, а Чонгук Видео позвонил Тэхёну, когда тот отправился сниматься в шоу, и отправил Тэхёну любовные послания. Во время своей сольной карьеры он поддерживал связь чаще, чем другие участники. Тэхён – особенный человек для Чонгука. Он – абсолютное исключение, он действительно важный человек для Чонгука. Как Чонгук сказал ранее, его отношения с Тэхёном не для камер, и мы многое видели. Только недалекие люди будут продолжать оставаться слепыми и обманывать самих себя, потому что Чонгук и Тэхён всегда ясно говорили об их отношениях, и это факт, который никто не может отрицать. Это не просто эдит, это причина трещины в моем сердце. Как мы вообще это пережили? А потом они нам говорят, что рядом с ними никого нет, и они совсем одни в помещении. Мы, как обычно, не сидим на попе ровно и проводим безумные исследования. Это не точная информация, но, скорее всего, по моему мнению, Чонгук и Тэхён болтали по телеграмму. Во-первых, Тэхён уже палился тем, что у его есть телега еще во время эфира в Инстаграм. Во-вторых, смайлы сбоку появляются при разговоре по телеграм-звонку, и вы можете это проверить самостоятельно. В-третьих, у Чонгука нет Инстаграма, так что это не Инстаграм. Седьмое место.
Тэхён удобно разместился на коленях у Чангук, а тот обнял его бедра. Ну да, Юнги никто не спросил. Шестое место. Поведение пары. Такие красноречивые они были. Просто Чангуку было важно напомнить всему миру, кому принадлежит его сердце. Пятое место. Снимает свою лучшую модель. Четвертое место. Забота. Любовь – это забота друг о друге, когда вам плохо. Третье место. Новости. В сети появились автограф Чангука, который он оставил, по всей видимости, своему сослуживцу. «Спасибо за предоставленное удовольствие от общения с тобой, пусть оно было и недолгим». Это было весело. Способен превратить даже самых яростных хейтеров в настоящих фанатов. Сегодня исполняется 5 лет с момента выхода песни Тэхёна «Winter Bear». Ее релиз не был анонсирован, не было никакого промоушена. Тэхён просто пришел в Твиттер и сделал нам всем неожиданный, но такой невероятный подарок. Небольшая предыстория обложки к треку. Этих двух мишек Тэхёну подарил Чимин в одном из ran-эпизодов, сказав о том, что они напоминают ему Тэхёна. Озвучено Яндекс Спичкит. Хочу уделить внимание одной из версий, согласно которой Winter Bear посвящена бабушке нашего теплого мишки, ведь именно так она его назвала. Она похожа на синего попугая. Могла бы прилететь ко мне. Похожа на медвежонка зимой. Ты также сладко спишь. Я желаю тихих, спокойных ночей. Я представляю твое лицо. Скажи мне привет. И тогда плохие времена станут ничем для меня. В клипе Тэхён словно ведет свой видеовлог, путешествует, фотографирует, и если песня посвящена бабушке, то выходит, он просто показывает ей то, что она пропустила. Сердце сжимается, пока пишу эти строки, но любовь Тэхёна к своей бабушке правда очень трепетная, и возникает чувство, что между ними очень крепкая связь, даже когда они находятся в разных мирах. Похоже, Чангук курит вейп, лежа в постели.
участники BTS, которые были в новостях о социальных проблемах. Находясь за рулем своего Mercedes-Benz, Чонгук столкнулся с такси из-за нарушения правил дорожного движения на перекрестке Ханнам в Ханнам-Донге, Янсан-ГУ, Сеул. Чонгук врезался в такси, когда не справился с управлением, в результате чего был вынужден признать свою вину. Судебные разбирательства длились больше месяца, и суд вынес приговор за неимением претензий со стороны пострадавшего и признание зачинщика ДТП. Дело закрыто, подозреваемый Чонгук невиновен. 25 апреля 2022 года Быс Ханкук сообщил, что Национальная служба медицинского страхования наложила арест на квартиру Чимина в Сеуле из-за неоплаченных счетов по медицинскому страхованию. Спустя 3 месяца арест был снят после оплаты долга по счетам. Статья Пэнк-Поп. В статье упоминаются 3 участника, но Тэхён с картошкой фри в руке, как самый главный триггер, снова стал центром внимания в комментариях. Он любит, поддерживает и пропагандирует геноцид. Вам не кажется, что это намного хуже, чем мелкая авария? Чонгуку тоже досталось, ему снова припомнили связь с сионистом. При этом все остальные, кто также сотрудничает с сионистами, остаются белыми и пушистыми. Двуличные лицемеры. Настроение поднимается от одного только взгляда на этих двоих. Тэхён занял первое место в различных опросах популярности, проводимых в Японии, продемонстрировав свою непревзойденную популярность. Тэхён возглавляли рейтинг мужских айдолов K-pop на популярном японском сайте рейтингов айдолов, проведенном Нэхэн. В тот же период Тэхён занимал первое место в категории рейтинг популярности актеров на Бихан, корейском сайте рейтинга популярности актеров, в течение 24 недель подряд. Категория «Корейские актеры» в возрасте от 20 лет Тэхён занимает первое место. Тэхён занял первое место в режиме реального времени еженедельно, ежемесячно и ежегодно в выборах красавчиков и генеральных выборах мужского актера корейской драмы канала, который предоставляет информацию о культуре. В Японии, где корейская культура является повальным увлечением, Тэхён пользуется таким же уровнем общественной осведомленности и популярности, как и ведущие японские знаменитости. Это слишком мило. В Лос-Анджелесе продолжается фотовыставка Тэхёна. Тайп был поразительно красив. Я не могу отдать должное увеличенным фотографиям. Выставка была небольшой, но это не помешало тому, насколько волшебным было видеть, как он развлекается, радуя армию. Еще одна любимая часть — сотни маленьких снимков. Они казались особенными, такими, какие можно сделать со своими близкими. То, как Чонгук приподнимает брови во время улыбки. В сети пытаются разнести челлендж «Арми поддерживают алкоголь за рулем». На самом деле этот пост выложили фанаты Blackpink, которые не упускают возможность использовать ситуацию против армии.
Тэхён сводит меня с ума, когда водит машину. Намджун подвергся критике за публикацию в своей соцсети на фоне скандала с Юнги. Недавно на фоне громких новостей о Юнги Намджун подвергся критике за публикацию в своей соцсети. Некоторые раскритиковали лидера группы за кажущуюся бесчувственность, а другие же встали на защиту айдола. Недавно стало известно, что Юнги был оштрафован и лишен водительских прав за нарушение закона о дорожном движении из-за вождения в нетрезвом виде. Эта новость шокировала поклонников и привлекла огромное внимание СМИ. Вскоре после появления этих новостей Намджун сделал публикацию в соцсети, которую некоторые восприняли как игнорирование или преуменьшение серьезности ситуации. Однако многие фанаты и нетизены вступились за айдола, утверждая, что он, вероятно, не в курсе об инциденте с коллегой из-за своей нынешней военной службы. Корейский интернет-пользователи прокомментировали: он, вероятно, не знал, что происходит. Даже в армии эта новость светилась повсюду. Неужели, как только он получил телефон, компании и участники не сообщили ему об этом? Время на социальные сети у него есть, но нет времени выслушать, что кто-то из участников был пойман за вождение в нетрезвом виде. Его это никогда особо не волновало. Он всегда публиковал то, что хотел. Почему именно в это время? Он мог не знать, потому что служит. Он быстро удалил пост. Он мог не знать. Почему люди так комментируют это? Возможно, он не в курсе происходящего. Давайте не будем критиковать его за это. Совершенно невежественный. Он солдат, но часто публикует посты в соцсетях. Намджун сделал что-то не так? Почему люди так реагируют на него? Это абсурд. Все остальные участники прилежно проходят военную службу или уже завершили ее. Если вам так хочется критиковать, так переключитесь на виновника инцидента. Он солдат, поэтому, видимо, не зная ситуации, опубликовал пост и удалил его, как только ему сообщили. Он быстро удалил его. Вероятно, попросту не знал, так как находится на службе. Он же в армии, поэтому поздно проверил новости. Выше сказано, что он уже удалил пост. Он быстро удалил его, должно быть, только что услышал новости. Не обвиняйте невиновного. Награда Fan Plus, реклама Тэхёна на станции Данхён, Сеул. Корейцы чистят зубы не дважды в день, как это принято делать у нас, а после каждого приема пищи. Детей с самого раннего возраста приучают следить за полостью рта. Казалось бы, так и эмаль стереть можно. Но у них очень мягкие зубные щетки, и зубные пасты у них не такие ядерные. Покайфуем вместе с Чангуком. Никто не может разлучить их,
реакция фанатов на видеозвонок Чимина и Чангука Тэхёну и Юнги во время их поездки. Кроме того, Чимин позвонил Юнги вскоре после того, как Гук отключил свой звонок с Тэхёном. Поклонники впали в онлайн-безумие и заявили, что участники группы, должно быть, сильно скучали друг по другу. Они также упомянули, как Чангук уморительно повесил трубку, пока Тэхён все еще говорил. В ответ Тэхён отправил Чангуку сообщение, полное ругательств, что заставило его рассмеяться. Звонок Чимина Юнги был более тонким, поскольку первый пытался разыграть Юнги, солгав о том, что он в Ханнаме, Сеул, Южная Корея. Юнги немедленно опроверг и упомянул, что он знал о поездке Чимина в США. Поклонники заполонили Твиттер и похвалили прекрасную дружбу участников группы. Один фанат написал: «Никто не может разлучить их. Они искренне любят друг друга, и они как братья. Анти могут желать, надеяться и плакать, но они не оставят друг друга. Участники могут когда-нибудь распасться в далеком-далеком будущем, но они все еще семья». Фандом BTS отметил, как быстро Тэхён и Юнги ответили на их звонки. Тэхён упомянул во время своего звонка, что он на съемках, тогда как Юнги сказал Чимину, что он только что проснулся и направляется в спортзал. Меня больше впечатлило то, что участники группы вообще не дали себе времени ответить, и это еще и видеозвонки. То, как они называют своего Хёна, говорит о том, что они скучают по своим участникам. А я скучаю по ним. У меня чуть не вырвался крик, когда я услышала голоса Тэхёна и Юнги. Я так скучаю по всем их голосам, мои детки. Надеюсь, у моих 7 все хорошо. Другие шутили о том, как Чимин связался с Юнги по телефону Samsung, потому что Юнги является послом Samsung, а Чангук позвонил Тэхёну по iPhone. Чангук звонит Тэхёну со своего iPhone, а Чимин звонит Юнги со своего Samsung. Чимин бы отменил звонок Юнги, если бы позвонил ему с iPhone, и он бы об этом узнал. Юнги не будет отвечать на звонки, если только они не поступают с Samsung Galaxy. Сейчас сожрет его. Статья. Тэхён отправился в путешествие на остров Чеджу с Чимином и Чангуком, специальный гость. 9 августа был выпущен специальный трейлер, рассказывающий о поездке на Чеджу специального гостя Тэхёна. Эту поездку будет сопровождать специальный Тэхён, и прогнозируется, что группа будет еще более оживленной и веселой. Поездка на остров Чеджу, чтобы присоединиться к Чимину и Чангуку в их путешествии, дает представление об их игривой стороне. Это момент, когда все идеально, влажность и атмосфера, говорит Тэхён, и вид Чангука, спрашивающего, какая влажность, заставляет нас с нетерпением ждать их химию. Этот трейлер, показывающий яркую энергию и юношеское настроение Чимина и Чангука, направляющихся осенью на остров Чеджу, повышает ожидания от 3-го эпизода, который выйдет 15 числа с специальным гостем. Действия говорят громче слов. «27 сентября вышло шоу Let Us Eat Dinner Together при участии Джина и Чангука. Еще одно большое шоу и довольно популярное в Корее. Смысл шоу в том, что участники ходят по одному району, делятся на команды и звонят. В дверь людям представляются и спрашивают, поужинали ли они. Если ответ положительный, то они просят пригласить их за стол.
Основная идея, чтобы именно ужин еще не состоялся. Джин и Чангук вместе с ведущими ходили по одному из самому богатому района Сеула и также звонили в двери. Но им не повезло из-за того, что этот район в основном был населен людьми старшего поколения. В это время суток они уже поужинали. И не могли пригласить к себе. Я думаю, многие бы и хотели, и накрыли им, но все знают, это шоу, и тут уже вступает в игру честность людей. «27 сентября 2022 года Тэхён выступил в качестве специального диджея на радиошоу Starry Night. Шоу уже заканчивались, и он хотел, чтобы ведущий держал занавес открытым еще в течение 30 секунд, и армии могли его видеть. Тэхён даже встал на колени перед персоналом, потому что хотел провести со своими фанатами 30 секунд. Тэхён сказал: всего один раз. 30 секунд. 30 секунд. Нет, 30 секунд. 30 секунд. Хорошо. Пижамная коллекция Тэхёна. Интересно, как пижама выглядит сейчас? Наверное, вот так. Второе место. Это так интимно. Язык любви Чангука и Тэхёна – это касание. Если меня попросят показать любимую динамику Чангука и Тэхёна, то я со слезами на глазах покажу им это. Первое место. Всегда держат друг друга за руки. Тэхён говорит что-то. Реакции Чангука. Вообще вот ни разу никто не понял, что они семья.
это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения